Всем добрый день! Рассказываю новости в мире сварки на 28 мая, это сегодняшнее число, 2022 года. Вчера завершилась выставка «Металлообработка 2022». Вот с этой выставки я приехал, я ее посещал как зритель, не как участник. Что хочу сказать сначала про металлообработку. Первое, то что сварочных компаний выставлялись, которые их гораздо меньше, чем, допустим, в прошлом году. Это, я думаю, всем понятно. По металлообработке компаний было около 300. Было 4 павильона, они все были заставлены различными станками по металлообработке. Народу было тьма вообще. И сейчас мы живем в интересное время, вы сами прекрасно понимаете, там политику Европы и так далее, политику Штатов. Это я сейчас все к тому, то что как-то на выставке я не ощутил, что у нас есть какой-то дефицит, либо то, что многие сварочные и не только сварочные компании по металлообработке, там, по станкам, по лазерам и так далее ушли с нашего рынка. Выставка была отличная, народу было просто дофига, наверное, мне кажется, то же самое, что и в предыдущем, поза, потому что я около 5 лет, мы постоянно компаниями выставлялись на этой выставке, я знаю, что это такое. Как я сказал, народу было много по металлообработке, а по сварке поменьше компаний выставлялись. Ну, теперь давайте, наверное, вернемся к сварке. Всем интересно, что же сейчас происходит на рынке сварочного оборудования, какие компании остались, какие ушли, вообще какие новости, слухи и так далее. Я тут подготовился, немножко все записал, потому что очень много брендов различных. Чтобы всех не забыть, я их специально выписал. Давайте начну. Начну я, наверное, сначала с роботизации. Мы знаем то, что у нас в России да и вообще, наверное, в мире два самых главных интегратора по роботам. Две компании — это Fanuc Япония и KUKA. Как обстоят дела? Fanuc Япония официально объявили стоп отгрузки, с Россией работать не хотят. Но это не значит то, что сейчас у нас все производство и все роботы, которые там, не знаю, мне кажется, 1010 роботов, если не больше, в России стоит, то что запчастей не будет, роботов не будет. Нет, просто их начнут возить по другим логистическим маршрутам, и цена, и срок поставки немножко изменится. По KUKA. KUKA у нас принадлежит официально, вообще сам концерн KUKA это Китай, но головной офис в Германии. И Германия хотела бы работать с Россией, с роботизацией, но, к сожалению, из-за политики, также KUKA стоп отгрузки, и, грубо говоря, роботов по белой схеме сейчас, чтобы их официально завести в Россию, сейчас нет. Но это, опять же, это означает не то, чтобы там все, роботизация по KUKA полностью все ушли. Все то же самое, как Fanuc. Теперь KUKA будет завозить другими логистическими маршрутами. Это, как я уже говорил, это либо через Китай, либо Казахстан. Вот сейчас они уже почти настроили поставки роботов в Россию. Это просто для обычного потребителя, для обычного пользователя, для обычного завода в России. Это означает, срок поставки увеличится и цена, естественно, увеличится. Идем дальше. По сварочным агрегатам. Японские сварочные агрегаты Шиндаева и Дения также стоп отгрузки официально. Японцы вообще принципиальные в этом плане. И сейчас не поставляются в России сварочные агрегаты. И на самом деле очень тяжело найти замену или аналог. У нас в России есть только АДД, но АДД по всем техническим характеристикам и по стоимости, конечно же, им далеко до Шиндаева и до Дения. Дения и Шиндаева — это такие мировые гиганты, которые, да, у нас все нефтепроводы, все нитки, там Сила Сибирь, первая, вторая нитка, там и так далее, все построены, Газпром, все проекты, все построены на Дении и на Шиндаеве. Ну, теперь будут, наверное, переходить на отечественный АДД, там еще не Урал-Термосвар, по-моему, даже есть агрегаты сейчас. Ну, в общем, по агрегатам тоже не все так хорошо. Дальше. 3M. Американская компания. Официально стоп отгрузки. Не поставляют в России, но, как мы прекрасно понимаем, заходим в любой интернет-магазин, заходим в любой магазин вообще сварочный, куча продукции 3M. Многие дилеры начали завозить продукцию 3M через другие страны. То есть официально они ушли, а так как рынок 3M вообще гигантский в России, это СИЗы, да там не только СИЗы, там все подряд, там круги и так далее. В общем, все так же в наличии есть, только увеличилась существенно цена на 3M. Дальше, по бренду ISAP. Мы знаем то, что они принадлежат американцам, то, что они написали письмо, если зайти на официальный сайт ISAP, американский, там есть письмо, то, что в России мы больше не поставляем сварочные материалы, сварочное оборудование. Я когда был на выставке металлообработки, там выступал директор ISAP в России. И он рассказывал про ситуацию, какая же сейчас ситуация с ISAP. Первое, что он сказал, то, что заводу в Петербурге 10 лет, заводу в Тюмени, которые работают ISAP, 20 лет. То, что они сейчас производят сварочную проволоку, электроды, флюс. И то, что пытаются добиться того качества, которое было европейское. Это с Польши, с Чехии и также с других стран. Но, как он говорит, пытаются добиться. И почти что
этого добились. Ну, не знаю, как по правде. Как я понял со слов директора, потому что он говорил очень много и все так, ну как у нас политики говорят, то что, опять же, у меня такое мнение сложилось, то что слово ЕСАП теперь в России будет заменяться на федеральное, как же он сказал, федеральный центр сварочных компетенций. Базироваться он будет в Красногорске, там где сейчас база ИСАП, то что заводы в России работают, все хорошо, все здорово. Проблемы с запчастями, с оборудованием, они есть. Да, наверное, сейчас у каждого поставщика есть. И мы прекрасно понимаем, в каком мы время живем. И там крупные, большие морские гиганты по контейнерным перевозкам, вообще логистические фирмы там тоже наложили там санкции на Россию. И сейчас ищут многие компании другие пути, с другими компаниями работают. Это все говорит о том, что увеличивается срок поставки запчастей, сварочных материалов, сварочного оборудования. Также, как я понял из выступления директора ИСАП в России, то что теперь напрямую из Китая продукция, мы же все прекрасно понимаем, то, что ИСАП много сварочных материалов и оборудования завозил из Китая. И теперь это будет все уже официально, и напрямую будут поезда ехать с Китая в Россию, тем самым доставлять продукцию до наших заводов, потребителей, для наших там клиентов в России. Ну вот, в принципе, все, наверное, по ИСАПу. То, что заводы у них в России работают, пытаются добиться такого же качества, либо уже добились, ну, на что я сомневаюсь. То, что проблемы сейчас с запчастями, это у всех проблемы. То, что у них большие планы на Россию, они никуда не уходят, они говорят, что мы тут серьезно надолго. Ну, на самом деле, так оно и есть. ИСАП это громаднейшая корпорация, и в России столько потребителей. Да считай, что каждый завод работает там на сварочных материалах ИСАП, а еще тем более оборудование сколько вообще в России. В общем, как-то так. Как всегда, изменилась стоимость и срок поставки. Дальше по брендам. ITW, это Miller, сварочное оборудование стоп-отгрузки, не поставляются. Lincoln Electric, то же самое сварочное оборудование. По поводу сварочных материалов Межгосметиз, который в Мценске. Пока они никому не отгружают, как я понимаю, это со слов дилеров, с кем я общался, то, что идут переговоры о том, чтобы какие-то другие партнеры выкупили этот завод. Ну, завод-то есть завод, заводу нужно производить сварочные материалы, там, неважно какой будет бренд, неважно какие будут хозяева. И вроде бы сейчас что-то там идет к тому, что их кто-то там перекупит. Мне понравилось Чибора, сварочное оборудование, было у них на стенде. Это сварочное оборудование из Италии. Там были на этом стенде знаменитые блогеры. Тиктула передаю привет. Там Дато передаю привет. В общем, Чибора тоже все нормально, все хорошо. Теперь поставки у них напрямую с Италии в Россию. То есть оборудования много, оборудование есть. Там цена чуть-чуть подвыросла. Ну это опять же у всех выросла из-за логистики. В общем, Чибора молодцы, итальянцы молодцы. И оборудование было, есть и будет, то есть можно его покупать смело и не переживать за техобслуживание, за запчасти там, и так далее. Все есть, все работает. Также по сварочному оборудованию ЧИЭ. Также все хорошо, оборудование поставляется и можно смело вот прямо сейчас пойти покупать и там, заказывать большие партии на заводы либо там, частным лицам. Дальше. OTC Daihan, это Япония, такие синенькие аппараты, на самом деле хорошие аппараты, мне нравятся, такие здоровые. Тоже стоп-отгрузки. Япония, ну, принципиальные ребята. Но это, опять же, не значит то, что мы теперь их на рынке нигде не купим. Во-первых, много этого оборудования у поставщиков в России, у дистрибьютора. И также его сейчас можно спокойно завести по серой схеме. Вот как-то так. Только вот цена и срок поставки, естественно, вырастет. Дальше мы идем. Нельсон, это оборудование для приварки шпилек. Все, написали письмо, не работают с Россией, ну все как обычно. Вроде бы ушли и представительство не сумели там организовать, либо не захотели поставки в Россию. По оборудованию Fronius, компания Tena, которая у нас есть. Я просто недавно встречался с директором, наверное, недели 2 назад, Сергеем Леонидовичем Бычковским. Что у нас по Fronius? По Fronius все хорошо. То, что да, официально есть санкции, но опять же они нашли логистические пути. Теперь, что мне еще понравилось у Fronius, то, что они заказали первую партию оборудования у местного, вы, наверное, знаете, завод ZTE у нас, Evaspar, который находится в Санкт-Петербурге. Первую партию под своим брендом, на самом деле, они очень долго работали. Это не просто сварочное оборудование, там, Evaspar, где написано там Tena, либо, ну да, там будет написано Tena. Они туда очень много своих технологий, так как в компании Fronius самые, вот, на мой взгляд, самые сильные инженеры, самые, на самом деле, профессионалы по сварке, которые разбираются в сварке, которые знают, что это такое, которые знают режимы, технологии, там, характеристики. И вот они скооперировались с заводом ZTE,
под них заказали там небольшую часть, пока небольшую часть оборудования, завод ЗТИ его изготовил. Сейчас они начинают демонстрации с этим оборудованием, там свои синергетические программы, свои режимы. Ну, в общем, молодцы ребята, и мне это понравилось, то, что Fronius, компания Tena, которая у нас в России, официальный представитель Fronius Fronius'ом, но также есть и отечественное оборудование, которое они сейчас будут пускать на массовый рынок и ездить по предприятиям и осуществлять поставки. Я думаю, у них все хорошо получится. Это молодцы ребята. Дальше, по сварочному оборудованию Кемпи. Кемпи на выставке не были. Директор Кемпи Евгения Дмитриева. Ну, как-то новостей вообще нету, я так понял, все плохо. Ну, опять же, это мое сугубо личное мнение. Ну, потому что, во-первых, и с дилерами, с которыми я общаюсь, и с торговыми компаниями, как-то по Кемпи не придумали, не настроили поставки. В общем, пока Кемпи официально в России, ну то есть компания-то, естественно, существует, но по оборудованию, вот захочу, там, не знаю, 20 источников. Возможно, если что-то сейчас осталось на складах, это еще можно купить, но какую-то большую там партию привезти под заказ, все, Финляндия пока не отгружает, и пока Кемпи Россия не нашли обходные пути или как там сделать так, чтобы это оборудование появилось на складах в России и у конечных потребителей в России. Оборудование ГСЕ, это редукторы различные, стоп-отгрузки. Ну, ГСЕ принадлежит в Чехии, находится, принадлежит ИСАБу. Многие там в марте, в апреле делали предзаказы. В общем, никто ничего не получил из этой номенклатуры. Всем вернули просто деньги и все. И ГСЕ в России по факту, к сожалению, бренд классный, бренд хороший, нету. Бёллер — это сварочные материалы. У них тоже не все так хорошо. Опять же, это по то, что я с ребятами общался на выставках. Вроде бы наладили серую схему поставки сварочных материалов. Ну, у них раньше была цена, на самом деле. Вообще, Бёллер, как на мой взгляд, это почти что, наверное, даже не почти что, а самые лучшие, самые качественные сварочные материалы. Это проволока, это прутки, это различные присадки. Ну, блин, у них на самом деле технологии. Если раньше у них цена была очень-очень хорошая, то сейчас, наверное, вообще космическая цена. У Косталина подходил на Косталин, они были на выставке представлены металлообработки, подходил к ним на стенд, разговаривал, вроде все хорошо у них, материалы есть, оборудование есть, ну, в принципе, ребята продают как и раньше. Что еще хотел сказать? То, что у нас в России сейчас на данный момент, ну, как-то все, некоторые сварочные фирмы сумели перестроиться, сумели найти других поставщиков, сумели найти поставщиков из Китая. И вот, допустим, конкретный пример на металлообработке: было очень много роботов, было очень много сварочной техники именно китайского производства. Мы прекрасно понимаем то, что сейчас, наверное, ну, время такое и политика, то, что в России повернулись, посмотрели на Китай и теперь гораздо больше оттуда заказывают оборудование различного, это там и агрегаты, и, наверное, я думаю, кстати, агрегаты придут, заместят Шендаеву и Деня. Это и сварочное оборудование, это и роботизация. Ну, то есть за Китаем и сварочные материалы. Опять же, допустим, по компании там Golden Bridge, в которой вот я работаю, наверное, следующее видео запишу про Golden Bridge. Вообще, что это такое, что это за сварочные материалы, кто это такие, и про мою работу. В принципе, наверное, по новостям по сварке у меня все, что знал, я рассказал. Опять же, как я говорю, то, что на выставке металлообработки я многих кого встретил, из старых знакомых, там все сварочные фирмы, да, в принципе, я их все знаю, там директора, дилеры, там простые менеджеры, ребята, кто в курсе. Новостей очень много, попытался это все сейчас запихать как-то в одно видео. Ситуация интересная на рынке, ситуация, ну как интересная, интересная не в том плане, то, что как здорово живем, а противоположно интересно, то, что каждый день какие-то новости, и наши сварочные компании, наши сварочные бренды, фирмы ищут пути, чтобы все так же поставлять сварочное оборудование для конечных клиентов, для частных лиц, для заводов, для предприятий и так далее. У меня, наверное, на этом все. С вами был Сергей Витищенко. Если было интересно, поставьте лайк. Да и все, наверное. Всем хорошего дня. Пока.